Добрый день, дамы и господа! Я рада приветствовать вас в аукционном доме МакДугалс. И сегодня я хотела бы сказать вам о тех картинах Рериха, которые будут представлены у нас на торгах 26 ноября. Для того, чтобы по-настоящему прочувствовать творчество Рериха, надо помнить, что прежде всего он сам воспринимал себя как учитель. Поэтому его картины – это как часть его учения, как иллюстрации, живые иллюстрации его мировоззрения, как, наконец, некие медитативные инструменты и выход в иное мистическое пространство. Перед вами картина «Сокровище». Это одна из наиболее значимых работ Рериха. Работа эта относится к 19 году, когда Рерих сбежал от большевиков в Финляндию. Трудно сказать, что это: растения, останки животных, какие-то реликтовые деревья. С одной стороны, это некий доисторический мир, это абсолютно конкретный пейзаж. С другой стороны, это символы мира ушедшего. Центром работы является все-таки не человек и не земной пейзаж. Центр картины – это и есть та неведомая земля. Эта работа является знаковой для Рериха, ибо пейзаж может меняться. Основной посыл остается неизменен. Человек с его земными задачами, главной из которых являются поиски земли духовной, земли божественной. Картина Рериха «Град обреченный» была написана в 1914 году, за несколько месяцев до Великой войны. Для самого Рериха, как и для его современников, картина «Обреченный город» является пророческой. Не случайно художник дарит ее своему великому современнику Максиму Горькому, в коллекции которого она находится долгое время. Россия, представленная в виде средневекового города-крепости, выглядит непобедимой, не сдающейся. Но вместе с тем огненный змей, переливающийся цветами радуги, мировое зло, взял уже ее в мертвую петлю. В 2014 году и Рериху, и многим современникам казалось, что зло безгранично. И тем не менее художник не мог принять такой конец. И поэтому Рерих уходит на поиски земли духовной, где прячется душа мира, где зарыты все сокровища. Работа, и мы продолжаем улов Рериха, была написана в 1922 году. Она происходит из серии «Санкта». В этой серии всего 6 работ. Уникальность работы, конечно, и ей сила, ее воздействие продиктована тем, что она написана в типичной для Рериха манере письмы по мокрому грунту, когда краски светятся каким-то абсолютно нереальным светом, и при разном ощущении картина производит совершенно разные впечатления. Это не просто христианское учение, это Рерих. Это его абсолютная условность, хотя, с одной стороны, пейзаж, безусловно, напоминает северные пейзажи, а ловцы человеческих душ, безусловно, напоминают северных монахов-отшельников. Но при этом монахи условны. Если вы посмотрите на картину внимательно, у них нет лиц, они безлики, они символы служителей, в данном случае христианской веры. Но, как все монахи всех религий, они служители истинного учения души. В 1922 году Рерих уже находился в Нью-Йорке. Через год, в 1923-м, забегая вперед, будет создан музей Рериха. В 1922 году собирается общество Корона Мунди, и Рерих отправится в Индию на поиски Шамбалы. Таким образом, эта работа, еще находясь как бы в христианском контексте творчества Рериха, это уже переходный шаг, это уже иллюстрация к его собственному мистическо-духовному учению.